Изменить свою жизнь в лучшую сторону за неделю. С чего начать? Спорим, что твоя жизнь тебя не устраивает. Но через 20 лет ты отдашь многое, только бы вернуться в это время, этот возраст и возможности, которые у тебя есть сейчас. Принятые или наоборот не принятые решения сегодня окажут значительное влияние на твое будущее. Давай подумаем над тем, что следует сделать, чтобы кардинально изменить жизнь к лучшему в течение 7 дней. С вами снова на связи Фанинариум Медиа. Подписывайтесь на канал, чтобы не упустить новое интересное видео, которое выйдет очень скоро. Итак, поехали. Классическая ошибка людей, которые мечтают поменять свою жизнь, в том, что они считают свою ситуацию уникальной, которой нет среди 8 миллиардов людей. Но мы не такие уже и неповторимые. То, что работает у других, сработает и у тебя, если только решишься попробовать. Давай будем честными, ведь нельзя изменить все полностью всего за одну неделю, но за 7 дней можно кардинально поменять свое мышление и образ жизни. Первые положительные перемены начнут проявляться почти сразу. Давай договоримся, что ты выполнишь все пункты. Даешь зуб, как в детстве, или дрейфишь? Сейчас стоматология очень дорогая, так что обещание придется держать. Так как же изменить свою жизнь в лучшую сторону за 7 дней? Первое. Принимай решения быстрее и не жди подарков судьбы. По большому счету ты пришел сюда не за информацией, ведь всегда мог найти ее в интернете и догадываешься, что делать, а скорее пришел за энергией, толчком для того, чтобы изменить свою жизнь. Тебе нужно что-то, что заставит оторваться от привычной жизни в сторону желаемого. Пожалуй, лучше всего в этом помогут слова легендарной актрисы, сыгравшей главную роль в фильме «Служебный роман» Алисы Фрейндлих, которая делилась своими мыслями в интервью. Есть одна ошибка, в которой я не устаю раскаиваться. 3/4 жизни я думала, что все еще впереди. Это такая глупость думать, что все еще впереди. Это чревато потерей времени, впечатлений. Вот надо как только, так сразу. И не думать, что все еще впереди, потому что опомнишься, но будет поздно. Сократи время от идеи до реализации. Хватит сомневаться, мечтать и фантазировать. Если сегодня решил стать блогером, фотографом, программистом или кем-то еще, то приступай к этому прямо сейчас. Решил устроить личную жизнь? Сегодня устанавливай приложение для знакомств. Решил похудеть? Сегодня устрой тренировку. С сегодняшнего дня переверни свою жизнь с ног на голову, но сделав это, почувствуешь прилив сил и огонь в груди. Второе. Задай себе вопрос и составь план, как менять жизнь. Можно долго и упорно делать вид, что все норм. Но тебя же что-то гложет по ночам, когда глазеешь в потолок. Есть ведь какие-то мечты, про которые говоришь только лучшим друзьям где-то на кухне ночью. А теперь подумай над тем, что для тебя является самым важным в жизни и какие мечты не дают покоя. Задай себе следующие вопросы. Что бы я попробовал, если бы был посмелее? В чем я вижу свое призвание, чем хочу заниматься? Как хочу выглядеть внешне и какой личностью хочу быть? Что у меня должно быть в личной жизни и взаимоотношениях? Какими увлечениями и хобби я хочу чаще заниматься? Что я хочу увидеть, попробовать, почувствовать в жизни? Запиши список вещей, которые тебя больше всего интересуют, волнуют и являются желаемыми. Затем составь подробный план, как можешь этого достигнуть. Сразу нельзя ничего получить, но можно начать двигаться вперед маленькими шажками, ведь многие интересные и скрытые возможности появляются только по мере движения. Добавь в свою жизнь максимум полезных вещей, которые придут в голову. Что должен делать идеальный ты? Для начала наладь распорядок дня и возьми за дисциплину. Нет дисциплины – нет результата. Ложись спать до 12 часов ночи и вставай пораньше. Будь сконцентрирован во всех делах, пока их выполняешь. Питайся здоровой пищей и пей минимум 1,5 литра воды в день. Больше активности, любознательности, инициативы, интереса к жизни. Почаще улыбайся, ведь у тебя не так много проблем, как кажется. Третье. Каждый день найди 30-60 минут на мечту. Русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой говорил: «Это самое ужасное рассуждение. Если я не могу всего, значит я ничего не буду делать. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь». Одна из больших ошибок людей в том, что мы считаем, что что-то должно произойти для перемен. Вот в жизни произойдет что-то или у меня будет что-то, тогда начну действовать и настанет идеальная жизнь. Если изменятся жизненные условия, то тогда все пойдет в гору. Но в реальности все наоборот. Когда начинаешь действовать, тогда меняются условия, появляются новые возможности, постепенно улучшается жизнь. Прими за правило уделять время важным вещам хотя бы по 30-60 минут в день. Учеба, чтение, образовательные курсы, просмотр обучающих видео, изучение чего-то, получение опыта. Подумай о том, что можно сделать уже сегодня. Вот только не говори, что у тебя сегодня много дел. Хочется отдохнуть, важные дела в интернете. К этому нужно приступить именно сегодня. Важно в такие моменты ловить себя на мысли, что в твоей жизни командует не ленивое тело, а твои мечты и твой мозг.
Всего 30-60 минут в день позволят набирать потенциал для перемен к лучшему. Они не появятся сразу, но они 100% будут, если продолжишь делать их изо дня в день. Древнегреческий философ Пифагор говорил: просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сделать. Вечером, прежде чем заснуть, что я сделал. Поступай как Пифагор, а иначе проживешь посредственную жизнь. Четвертое. Выберись из ловушки потребления и дофаминного пресыщения. Мы все много раз начинали новую жизнь, но никогда не могли продержаться долго. В чем причина? Все дело в ловушке потребления. Еще с древнеримских времен люди требовали двух вещей – хлеба и зрелищ. Современные люди ничуть не изменились. Любовь к зрелищам превратилась в ермо на шею. Когда человек получает приятное или смотрит что-то интересное, его организм выделяет химическое вещество дофамин. Так, сидя в социальных сетях, играя в компьютерные игры или потребляя развлечения, мы получаем дозу дофамина, которая нас заставляет продолжать. Это делает нас рабами зрелищ потребления, которые только глазеют в экран, пока мимо пробегают отличные возможности и уходящие года жизни. Если не веришь, то обрати внимание, как часто сидишь в телефоне или это делают окружающие вокруг. В телефон мы смотрим каждую свободную минутку, после пробуждения, во время еды, в транспорте, в перерывах, вечером, перед сном, всегда. В среднем человек тратит на телефон около 5 часов в сутки, не говоря о компьютере. Выберись из ловушки потребления, сократив время в телефоне, за компьютером, телевизором, в интернете минимум в 2 раза. Вот тебе 26 часов в сутках, о которых ты мечтал. Установив ограничения по использованию телефона, появится свободное время для чего-то более важного и полезного. Вдобавок это очистит голову от всей чуши и бесполезной информации. Почувствуй себя свободным человеком, а не рабом, как все. Пятое. Окружи себя единомышленниками для перемен в жизни. С кем мы взаимодействуем, это определяет нас как личность. Это как в притче ведра с крабами. Хотел бы выбраться из токсичной компании, но тебе не дадут, а затянут обратно. Как говорила писательница Мэнди Хейл, ты перерастешь некоторых людей, позволь себе это. Ты – это сборная проекция твоих ближайших друзей и подруг. Измени окружение на тех людей, на кого хочешь походить. Вот тогда начнешь меняться, но не раньше. Где найти себе приятелей? Расширяй горизонты своего общения, вливайся в новые компании, посещай различные мероприятия, ходи на семинары, заглядывай в коворкинги, переписывайся в группах по интересам, попробуй разные сообщества, беговой клуб, футбольные любительские команды, парусные школы, теннисные клубы, организации байкеров, бизнес-объединения, сообщества по интересам. Если не можешь найти приятелей, то всегда можешь подписаться в интернете на людей, на которых равняешься и у кого можно учиться. Шестое. Добавь физической активности в новую жизнь. Для новой жизни нужно новое тело. Изменить свою жизнь в лучшую сторону нельзя без добавления физической активности и спорта. Так что надо оторвать свои вторые 90 от дивана и заняться чем-то активным. Но вот чем? Выбирай любой вид спорта, который по вкусу и душе. Отлично подходит фитнес, кроссфит, воркаут, бег, плавание, танцы, единоборство, командные виды спорта, волейбол, баскетбол, футбол. Начав заниматься дважды в неделю, твое тело станет красивее, спортивнее, энергичнее, продуктивнее. Помимо всего, спорт окажет положительное влияние на внутреннее состояние. Уже после парочки тренировок будешь чувствовать себя лучше, увереннее, привлекательнее. Ты заметишь заинтересованные взгляды противоположного пола, так что это точно того стоит. Синдром отложенной жизни до добра не доведет. На пенсии точно будет поздно думать о том, как могла бы сложиться твоя жизнь. В старости ты пожалеешь только об одном, что был слишком ленивый и несмелый, чтобы следовать за мечтами. А что сегодня сделаешь ты, чтобы поменять свою жизнь к лучшему? Напиши в комментариях. Обязательно подпишись на канал Фанинариум Медиа, чтобы не пропустить следующее видео, где мы расскажем много интересного. До встречи!